Фу, ну что, еще один рассвет на пляже. Что я делаю на пляже? Спросите вы меня. Давайте все по порядку. В этот раз немного удалось поспать. На пляже я даже не стал разбивать палатку. Но та палатка не моя. Потом посмотрим, кто там в ней спит. В целом, мне достаточно было просто раскинуть тент от палатки на песок. Время 4 утра. Первые силуэты людей уже пошли. Вьетнамцы просыпаются очень рано. Через час, прямо через нас, будут ходить толпы. Да начнется новый день. Доброе утро. То 15 минут спустя стремительно светлеет. Раскинулись прямо позади строящегося отеля. Вот эта вся гряда, там будут какие-то элитные домики, они уже построены, но, по ходу дела, пока еще ничего не запущено. Пора варить утренний кофе. Мой старый рюкзак. Эту нашивку мне подарили на день рождения в Индии. Индусы вручную ее шили. Теперь срезаю ее и всегда ношу с собой. Скоро придется перешивать. Из еды, к сожалению, практически ничего не осталось. Чипсы, орешки, хотя бы кофе есть. Я все-таки немножко подготовился. Газовый баллон, турка и кофе. Еще кофеек уже подкипает. Я обычно жду, пока пару раз пена поднимется. Потом снимаю. Еще раз ставлю. Ну все, готово. Атомный рассвет. И чашечка кофе. Еще один прекрасный рассвет. Только сегодняшний будет еще прекраснее, потому что удалось пару часиков поспать. Да еще и с кофеечком с утреца пораньше. Что может быть лучше? Крепкий. Так вот, спросите у меня, Гринч, почему ты снова ночуешь на пляже? Почему не дома? И это очень забавная и интересная история, которая произошла вчера. В общем, Иисус выписал нас из дома. Он попросил больше там не ночевать. В общем говоря, хозяин узнал, что в его доме помимо 5 человек живет еще 2, включая меня. Хозяин типа захотел повысить ему цену на жилье. На фоне этого всего Тёмыч попросил съехать из дома. Просто оставил там вещи и с удовольствием выписался на пляж, потому что давно очень хотел вот так побомжевать, поспать то здесь, то там. В таком режиме дни не так сливаются в один день сурка, и хотя бы происходит что-то интересное. На сегодняшний день не запланировано особо никаких интересных дел. Хотел доехать до Джесуса сегодня днем, перепаковать свои вещи. Из 2 небольших рюкзаков я купил один туристический, попробовать уместить все в один рюкзак. Короче, как вы понимаете, я немножечко работаю над тем, чтобы быть мобильнее, и, может быть, кто знает, как будто бы готовлюсь к какому-то путешествию. Посмотрим. Абсолютно классный пляж. Никто не потревожил за всю ночь. Все просто ходят мимо. Мы поставили свой лагерь чуть-чуть подальше от берега. И, собственно, никому не мешаем мы. И никто и нам тоже
ни разу не помешал. Всем как бы пофигу. Ну, посмотрим. Я не уверен, что я захочу жить на этом месте и оставшиеся дни тоже. Солнце уже всходит. Хочу пожелать всем доброго утра и прекрасного дня. Ловлю этой кофейной чашкой сходящее солнце. И да начнется новый день. Кстати, классная тема носить с собой турку, газовый баллон. Раньше я не был таким любителем кофе, практически вообще его не пил. Все-таки страна кофе, здесь без него не обходится практически ни один день. Слегка, даже сказал бы, пристрастился к этому напитку. Тут у нас кто пассажир был в палатке? А это Саша. Еще один цифровой кочевник. Ну что, Саша, рассказывай, как ты докатилась до такой жизни? Ой, долгая история вообще. Потом как-нибудь расскажу. Могу показать, что есть на завтрак. Орешки со сквид вардом. И вот здесь еще рисовые крекеры. Здесь немного лич. Один? Пополам. И также варенье Вита. Я, правда, О, вчера блин, вообще. слушала это манго. Воняет странно, но на вкус вообще супер. И кофе. Потрясающе вкусный вьетнамец кофе. Просто черный. Очень черный. Пахнет шоколадом. Говорят, это из какашек всяких хорьков. Этот конкретно вроде обычный. Да? Но они все пахнут одинаково. Какашками? Одинаково какашками, да. О, Что это? привет. Чувак на яхте с Но. и мы на пляже сидим. Это так выглядит настоящий цифровой кочевник на своей яхте в море. Сначала положено. Сначала пляж, потом яхта. Я тут рассказывал немного, как мы оказались на пляже. Какой у тебя был срок пребывания в ашраме? Месяц с лишним. Где-то так. Ты нормально продержался. Я 2 дня продержался только. Не принимает для дома. А в прошлый раз ты почему съехал? Да стало скучно на самом деле. И устал немного от общежития. Один холодильник на 4 этажа, на 5 комнат. Это то еще испытание. Угу. Да. Пока мы пьем кофе и завтракаем крекерами, что уже начинает подпекать. Мне кажется, еще минут 30-40 и будет одища, нужно отсюда будет сваливать. Итак, время 6:20. Дико палят. Нас просто прогоняет этот пляж, поэтому собирать манатки надо и валить куда-нибудь в тень. Непонятно, у кого какой план. Вроде как надо заехать обратно к Джесусу в дом. А вроде нас оттуда выгнали. Ну как, не то что выгнали, а типа попросили. Иисус, за что? Господи, за что ты так с нами? Прости нас, грешников, и впусти обратно. Чисто одним глазком заглянуть на территорию. Здесь пока что никто не живет на самом деле, но все достаточно приятно. Газон тут постелен. Белые такие, как видите, виллы, каждая отдельная. Я думаю, что такой домик один может стоить около 7-10 миллионов в сутки. В сутки, Карл. Представляете, 10 миллионов в сутки. Это 35 тысяч рублей в сутки. Вы вообще кого-нибудь знаете в жизни, кто тратит 35 тысяч рублей в сутки на отель? Короче, если выбирать, где переночевать, можно вот такой вариант на пляже, бесплатно, все с собой, все свое. Либо второй вариант — это хостел. Я вчера смотрел, здесь есть хостелы за 140 рупий. Ой, рупий. Опять в Индию вернулся. Донгов. 140 донгов — это где-то 500 рублей за ночь в хостеле. Вот он тут неподалеку находится, так что, может быть, одну ночь я попробую в хостеле
переночевать. Саша в итоге пошла все-таки в море плавать. Я что-то особо не хочу плавать сейчас, уже слишком жарко. Потом еще нужно где-то принять душ. И с одной стороны я понимаю, что нужно к Джесусу домой ехать, потому что у меня есть там дела по перепаковке вещей в рюкзак. Но с другой стороны не хочется и Джесуса напрягать, потому что вся эта ситуация с тем, что хозяин дома как-то так типа намекнул очень аккуратно, что в доме что-то слишком много людей у вас живет. Саша почти 1,5 месяца жила у Джесуса дома на крыше. Я думаю, что, может быть, его вот этот вот момент как-то смутил. Ну, типа переборчик. Кто-то на 1,5 месяца заехал нелегалом и не оформлялся. А здесь во Вьетнаме обязательная тема, вот это оформление. Показываешь фотку своего паспорта со штампом, что ты, типа, не гастробайтер какой-то. В законе, так сказать. Ох, друзья, что я могу сказать вам про все вот это вот цифровое кочевничество, вот эта вот неопределенность, про непланирование. Это круто. Реально. Каждый раз, когда я возвращаюсь к такой жизни, я думаю, блин, что я делал раньше? Зачем я вообще снимал эту квартиру какую-то, постоянно возвращаешься в нее, вышел, вернулся. Понимаю, что за последние 3 дня у меня жизнь произошла интереснее, чем за последние полгода. Серьезно. Просто если сравнивать, то вот 2 ночевки на пляже, они уже перекрыли по интересу, по состоянию, по эмоциям. Все, что было до этого, просто когда я жил в обыкновенной квартире и что-то переезды вот эти тоже, там, наверное, раза 4 переезжал в разные дома. В общем, путешествовать — это интересно. Но как-то нужно найти вот этот ключик, который поворачиваешь и находишь в себе мотивацию, чтобы заниматься всем вот этим вот цифровым кочевничеством, жить на пляжах, переезжать из хостела в хостел и жить без планов. Кстати, слышите эти звуки? Цикады. Это звуки приближающегося сезона дождей. Все, мы готовы кочевать. Едем в кофейню, догонять с кофе и ждать, пока дома кто-нибудь у Иисуса проснется. Ну что, мы уже в садик идем. 7 утра. Уже все открыто. Вот это, кстати, радует во Вьетнаме, потому что они сумасшедшие. Они просыпаются в 4, и в 7 утра практически большинство кафешек уже может быть открыто. Ой, мы попадаем прямиком в аниме. Угадайте, из какого это аниме? Кочуем. Кочуем. Сегодня мы с тобой кочуем. Ништяк. 4К качество. Веганская плазма. Второй раз я уже показываю это место в видео. Проведу небольшую углубленную, так сказать, экскурсию. Но сначала... Отлично. Все, теперь идем. Здесь у них произрастает много разных интересных растений. Даже, смотрите, есть сирень. И вот это их гордость или кормилица бизнеса — розовый сад. Много разных видов роз. Вот здесь что-то тоже по ходу дела они будут высаживать. Может быть, какие-то специи или перцы. И это у нас Kumquat Farm. У нас как раз в доме стояла елка, вот такая мандариновая. Сейчас они еще зеленые, но видите, все в плодах. Вот такие мандаринчики, кумкваты. Они их засахаривают. Офигеть, радуга искусственная. В общем, они их засахаривают, делают из них вкусное варенье. Смотрите, занимаются селекционированием. Видно, что они... бляха! Видно, что они прививают разные сорта к одному дереву. Все на автополиве у них здесь, так что они, в принципе, не парятся. Нажал кнопку, и все полито. О, смотрите, это же кукумбер или... Похоже на кабачок. А вот это что? А это тыква вообще. Офигеть. Что? Реально... Ой, она, кажись, отпала.
Зацените, какие огромные банановые пальмы. Высотой, мне кажется, метров под 5. Такие огромные пальмы и такие маленькие бананы. Да. Блин, это круто, когда есть свое производство и в своем дворе растут бананы, папайя нон-стопом растет, кумкваты, пожалуйста, можно собирать. И плюс здесь офигенно колючее солнце, то есть для людей это типа не очень, а вот для растений, короче говоря, как на дрожжах здесь все растет. Самое главное это просто поливать максимально и все. Я помню, в Нячанге просто на балконе арбуз рос, он реально каждый день увеличивался, наверное, сантиметров на 5. И вырос на балконе просто арбуз. Вторая чашка кофе за сегодняшнее утро. Вот быстрый какой-то местный хищный зверь охотится на... Вау! Офигеть! Охотится на мух или на бабочку. Смотрите, какой прикольный. Что-то меня реально уже вырубать начинает. По факту так-то поспал всего где-то 1 час на пляже. Уснул в 3 часа ночи, проснулся в 4 утра. Пока не понимаю, что делать. Может, даже думаю здесь завалиться, покемарить. В общем, что-то без сна, голова особо не варит. Хотя последние 3 дня я ем грибы. Ежовик гребенчатый, такой достаточно большой ложки съедал, а мне помогло, реально. После ежовика я смонтировал вот прошлые и позапрошлые видосы в 1 присест, 1 прям на пляже, 2 дома сделал у Джесуса, тоже за ночь. Очень прикольно получилось, причем прошлый видос, он тоже вроде как бы ни о чем, но так прикольно монтаж проходил, то есть мне очень понравился даже сам процесс подбора музыки, создания какого-то вайба в этом видео. Не знаю, как это объяснить, надеюсь, что как-то это передается. Зацените. Блин, она убежала. Короче, тут прибежали крысы. Древесные, блин. Вообще, Саша тут разведала игуану, а я даже не знал, что она здесь есть. Офигеть! Во, мы его застали за завтраком, что ли? Привет, мистер Рептилия. Он так с настороженностью говорит: не, ну вас нафиг. Вау, прикольно. Это ловушка, это мышеловка на крысу, смотри. А тут привязана, как будто чья-то голова была отрублена. Блин, офигеть, вьетнамцы психи. Хочу заехать к ребятам домой, к Иисусу, собрать свои вещи. Иисус говорит, что нельзя заезжать, и что-то на какую-то вообще паранойю просто подсел, чувак. Я не понимаю, почему. То есть объективно в истории нет никаких прецедентов, почему я бы не мог поехать и собрать вещи. То есть это уже что-то такое на глубинном уровне, мне кажется. Я вроде как поговорил с хозяином дома, и он со мной знаком, и у него абсолютно нет ко мне никаких претензий. Чисто вот просто от Джесуса претензия, что типа вот он не хочет, чтобы в дом приходили люди, и я из-за этого теперь не могу даже свои вещи забрать. У меня там и ноут, и телефон, и как бы и все мои вещи, собственно. Но в целом мне конфликт как бы никакой не нужен из-за того, что из ничего как бы его делать. На провокации какие-то тоже не хочется поддаваться. Поэтому не знаю, что. Буду сегодня ночевать в новом месте. Сейчас подумал, в принципе, есть один плейс неплохой, там рядом с лесом. Ну а так до вечера, в принципе, чил. Хочется, конечно, где-то подремать. Но опять же, пенка в доме осталась. На голой земле спать не особо хочется. В общем говоря, странно это все. Знаете, бывают люди, которые просто из мухи корову начинают раздувать, что типа там, придумывают то, чего нет. А здесь еще есть такая тема, вот в разговоре с вьетнамцами, что присутствует некое недопонимание, типа, русских и вьетнамцев. То есть мы как бы думаем, что они нас поняли, а на самом деле они ни хрена нас не поняли. И здесь вот
я прям внутренне ощущаю, что тут какое-то недопонимание абсолютное есть. Причем я со своей стороны уже эту проблему как бы для себя закрыл, пообщавшись с владельцем этого дома, спросив его, типа, чувак, все окей? Я как бы тусуюсь в доме дальше, и он мне такой говорит, все окей, тусуйся, не вопрос. Ну, как бы Джесусу это никак не объяснить, то есть даже несмотря на то, что я говорю, чувак, все нормально, я как бы зайду за вещами, окей, а у его прям парит что-то, то есть прямо его что-то парит, внутренняя какая-то, в общем говоря, дисбаланс какой-то чувствуется, вот, ну, нормально, я думаю, что просто период такой, и все пройдет. Ругаться мы вряд ли из-за этого будем, как минимум мне это абсолютно незачем. Чил. Так, ну что, я все-таки дома у Иисуса. Решил, что надо собирать вещи. Сейчас будут перепаковываться. Вот один рюкзак. Взял за место двух. Буду теперь с туристическим рюкзаком просто. Надо теперь все это запаковать вот сюда. И по-быстрому сваливать отсюда, потому что Джесуса перекрыло нормально так прям. Я даже немного за него переживаю, как, собственно, и все жильцы этого дома. Иисус, я знаю, что ты будешь смотреть этот видос, так что, бро, не перекрывайся. Все ништяк. Почти справился. 75 литров рюкзак. Битком просто. Мне еще нужно как-то вот это все поместить туда. Максимально забит. Мне кажется, что придется в будущем покупать литров на 90, а лучше на 110. И вот это, конечно, тоже очень крутой рюкзак. Vanguard. Я очень его люблю. Реально качественный, дорогой рюкзак. Придется тоже с ним расставаться, потому что либо вот это и вот это два, и потом еще какой-то пакет, я не знаю. Либо все-таки все в одном таскать. Тут какие-то системы крепления там присутствуют. Всякая вот такая вот толстенькая штучка. Короче говоря, чтобы было комфортно, если что, пешком носить его на себе. Так, ну что, я собран, экипирован. Блин, я хотел заменить 2 рюкзака на один, и по итогу у меня все равно 2 рюкзака, только один стал еще больше. Что я делаю не так? Я пока что не понимаю. Ладно, с этим мы разберемся. Еду, скину шмотки у Митя в хате. Жилье по-прежнему пока что снимать не хочу. Смотрите, сколько всего начало происходить. Стоило мне выехать из своей квартиры и никуда не заселяться. Ладно, меньше слов, больше дела. Поехали! Сейчас покажу вам комнату Митя, если, конечно, он не против. Ну, вообще приятное место, как вы видите, во Вьетнаме все такое красочное. Куда ни глянь, все такое какое-то красивое, ну, такое аккуратненькое даже. Различные виды растения и так далее. Любят они, короче говоря, выращивать. Я, Митя, здорово. Че, можно твое жилище показывать, да? Здорово. Я думаю, сейчас еще одного хозяина накошмарим, то что он подумает, что я к Митяю заезжаю. Я просто сказал, я говорю, ко мне приедет дружбан в гости, чайку попить, посидеть. Я говорю, не против, это нормальная ситуация. Да, он говорит, нормально, говорит, когда? Сейчас? Я говорю, да. Не, на самом деле нет никаких проблем. В гости можно ходить, да. Друзья, в гости нужно ходить. И не стоит параноить по поводу того, что лишний раз кто-то в чайку пришел попить с рюкзаком. Они просто опасаются, что, возможно, тусовка какая-то. И поэтому вот как-то так. Да, мы те еще тусовщики. Вот жилище Митя. Кстати, приятное жилье, достаточно уютная комната, кровать, такая подсветочка. В общем, небольшое пространство, но самое главное, чтобы уютно было и по кайфу. Блин, это просто кринж, ребята. Я сейчас стоял, обсуждал вот эту тему. Я, в общем, хотел уменьшить свои вещи. По итогу я переложил свой вот этот прошлый черный рюкзак вот в этот зеленый, и он стал больше. И, в общем, я понял, что, возможно, мне придется перепаковываться снова и возвращать все свои вещи обратно в прошлый рюкзак, потому что, ну, вот в этом у меня там все, у меня там такая каша, что лучше я даже не хочу внутрь заглядывать, если честно. Если мне вот сейчас понадобится какой-то в быстром доступе адаптер или зарядный шнур или там розетка, я даже понятия не имею, где это все там искать. Это рюкзак чисто вот в поход гонять со спальником и палаткой. Какая-то бредовая немного ситуация вышла. Ну ладно, это опыт. Ох, вот такие квесты, короче, дневные. Так, раз. И нас уже здесь 4.
Уже и Вита здесь, у Митяя. Мы как бы переселяемся. Если нельзя тусить в доме у Иисуса, мы будем тусить в доме у Митяя. Как говорится, да. Пустынная жара сегодня. Еще на небе почти не облачко. Мы, значит, решили, что самое лучшее решение будет поехать и пожрать еды. Я еще ничего не ел, кроме крекеров утром на пляже. Это дикий сегодня трафик на улице. Мы уже где-то в центре города находимся. Искали веганскую кафешку. Будем сейчас здесь завтракать. Нужно сразу взять что-то попить. Вот эту штучку я люблю. Просто вода с электролитом. Вот тут новые менюшки. Да. Кайф, развиваются. Так, ну что, цены, смотрите, какие дешевые. 25 донгов за блюдо, 30 донгов за блюдо, 40 донгов за блюдо. Это по местным меркам считаются локальные цены. Может, это тебе? Да, наверное. Чего так мало? А вот эта еда уже нам пришла. Спасибо большое. Вот это супчик. And соус. Да, что у тебя за сосиски, Рита? Спрингроллы. Прикольно выглядит. Так, ну что, приступаем. Первый серьезный прием пищи за сегодняшний день. Я надеюсь, будет какая-то интересная еда, приготовленная на костре. Я вот не знаю, что это такое. На что это вообще похоже? Какая-то вегетарианская нефтелька. Да, из грибов и хз. Нормально. Вот оказывается, веганская еда тоже может быть вкусная. Когда много всяких компонентов разнообразных, то получается прикольно. Тут и тофу, морковь, грибы, это веганская колбаса. В общем, много разных соевых продуктов и вермишель. Всем приятного. О, ребята, от пуза наелся, супчика. Сейчас до Митяя обратно двигаем, беру рюкзачок. Что там нужно? В магазин еще заехать за какими-нибудь продуктами, типа взять что-нибудь на ужин, чтобы было что поклевать. Буду отправляться на берег реки. Вита вроде тоже присоединится. Митяй, посмотрим. Ну и Саша тоже, потому что ей так же, как и мне, особо негде жить. В общем, банда бомжей-полубомжей в споре. Здесь обнаружена большая ящерица. Вот, а смотрите, какая жирненькая. Я люблю вот этих ящериц. Это что-то типа сцинка, у них фиолетовый язык. Смотрите, вот это бочина у нее. Такой можно и наесться. О, вообще, оп. Давай, на тебя бежит. Опа, давай. Давай. Митяй, гони его, Митяй. Для ловушки. Все. Вот она сидит, я вижу. Да, он говорит, вы че, отвали? Сейчас давай ее на тебя перенаправлю. Че, уже вечереть начинает. Солнце скоро сядет. Уже на рюкзаках. Сейчас в магаз за небольшой провизией. Какой-то безумный день получился. Что-то запаковка, распаковка, перепаковка. Этот рюкзак, потом снова все вот перевернулось. По-другому теперь будет. Так и живем. Ну что, мы уже в магазе. Супермаркет здесь во Вьетнаме самый популярный, называется Винмарт. Ну, такие себе магазины на самом деле. То есть, если вы реально знаете, что вам нужно, типа стиральный порошок или вот какая-то бытовуха, здесь можно что-то купить. Ну, а если нет, то сложно вообще разобраться. Вот я не могу во Вьетнаме порой вот в этих магазинах понять, что здесь вообще покупать. Потому что, ну, какая-то хрень. Газировки, бабл-чай, печенье. Нам нужно вкусняшки к чаю. И что-нибудь на ужин, не знаю, ну бомжа заварить. По классике. Сейчас вот если я найду свой любимый бомж-пакет. Да, вот они. Короче, вот это нормальная тема. Это хорошие бомж-пакеты. Там реально внутри и мясо тушеное настоящее. 25 донгов стоит. Ну, это как полноценная порция супа, получается, фобо. Вот тут есть демократическая пачка такая, коммунистическая, на 4 колбаски всего. Вот это наш выбор. Его обыкновенный арахис
погрызть, пачечку возьму. Так, ну все, выживание. Сосиски, бомж-пакет, 2 пачки орешков и осталось взять ништяков каких-нибудь на случай потного накура. Вот печенье тоже здесь как бы такое себе, непонятно, что брать. Это можно наткнуться на все что угодно. Например, печенье с запахом какой-то ссанины, а по вкусу как водоросли. И вот этой вьетнамскими вкусами нужно быть предельно осторожным. Или можно с дурианом что-нибудь взять и тоже потом обрыгаться. Так, короче, взял 3 пачки вафель. 7 донгов стоит одна пачка. Я думаю, что нам хватит. Что мы там вряд ли будем сладостями объедаться. Давайте посмотрим на закуп Саши. Саша, что ты берешь? Я Дыня. хочу знать, сколько стоит дыня. Мне интересно, что это такое. О, я не знаю. Это может быть кексики какие-то. Короче, ну в Винмарте вообще дорогие цены на фрукты, но иногда здесь вечером, например, можно недорого взять бананы, которые обойдутся дешевле даже, чем на рынке можно их купить. Вот, но обычно это вечером. То есть вот, например, давайте посмотрим. 4 банана стоят 17 донгов. Тоже возьму банан. Сейчас посмотрим, насколько вышел закуп. Бомж-пакет, 4 банана, сосиски, 3 пачки вафель и 2 пачки орешков. Чисто на вечер, как бы на зубок, так сказать. Итого, друзья, Винмарт, да, это дорогой магазин. Вот пакет, так сказать, на зубок, наркоманский набор. Получилось 126 донгов, это получается на русские рубли 380 рублей. Сами посудите и напишите в комментах, нормально вообще 380 рублей за вот такой набор продуктов. Ну, как бы, по сути, там ничего такого нет. Ну что, следующая точка назначения – берег реки. Hàng không hợp tác nhắc cho các tàu xuất của Tổng thư ký về việc thúc đẩy hợp tác và lập đoàn Ả Rập với ASEAN. Phạt bác cường mạnh là hàng của các tàu lập cảm ứng tấn cấp công. Вот, мы на финальную линию выезжаем. Там кто-то есть. Чьи-то байки стоят. Ну, давай попробуем вот сюда проехать. Let's go. Хочется, знаешь, вот сосен. Как в России, вот эти 3 сосенки и берег реки, и чтоб атомно-красный закат. Ну вот вроде бы все сходится. 3 сосны, а их закат. Так, мне нравится, как вон там впереди. О, смотри, мы прямо к этому алтарю приехали. Бамс, здравствуйте. Смотри, какая золотая. Это Леди Будда? Ну, какая-то леди, какая-то Будда. Мне кажется, это довольно прикольное место для того, чтобы здесь заночевать. В общем, давай посмотрим, походим. Давай, погнали. Вот можно на каках остановиться. Ого. Закат, кайф вообще. Надо было удочку брать. Я взял, у меня удочка есть. В следующий раз, это только вторая ночевка на природе, в следующий раз уже надо еду не в Винмарте покупать, а добывать самим. Точно. Коренья дергать и всякое такое. Чуть-чуть насладимся закатом. Мы, кстати, успели вовремя, еще достаточно светло для того, чтобы определиться, где же мы будем стоять. У нас есть здесь варианты. Блин, как засрали пол, глядите. Ну, коровий толчок — это ничего страшного. На этих какахах потом грибы классные вырастают. И, в общем, у нас есть вариант. Либо вот здесь, прям на закате, ну, где-то, я не знаю, что, костерок распалим. Мне кажется, классное место в целом. Либо нужно идти вон туда. Но там, мне кажется, не очень как бы уютно, потому что, ну, солнце здесь заходит. Я думаю, что давай тут затусим. Прям Японией какой-то повеяло, не знаю почему. Нас предупредили, что в этой зоне есть ядовитые змеи. Типа гадюки.
всякое такое. Так что, если повезет, может быть, мы встретим какую-нибудь змею. Фу, кайф, ребята, кайф просто. Закат шикарнейший. В общем, что, есть маза. Здесь у нас сегодня с костром провести время и пожарить сосиски, вскипятить. Мы воду забыли купить. Ладно, хорошо, что Вита едет, и мы не взяли вообще никакой воды. Блин, классика. Да, вот это странно. Вот посадили здесь божество. Ну, что вот, ты здесь сидишь, в этом мусоре. То есть, может быть, вообще перенести бы стоило куда-то это божество. Я бы на месте этой мадам здесь не тусил, потому что тут реально, тут и насрано, и какие-то пакеты валяются. Здесь бы не помешало прибраться. Ну, можно заняться этим, кстати говоря. Вот этот лук более-менее выглядит чистым, но все равно его бы не мешало прибрать. И если его прибрать, на нем, мне кажется, вполне себе приятное место для того, чтобы разбить лагерь. Да, кайф. Здесь небольшой пляжик присутствует. Фу. Смотрите уже. Луна видна. Скоро полнолуние будет. А я ведь хотел снимать короткие видеоблоги. Уже, мне кажется, я пробил все лимиты таймингов. Ну ладно. Всегда так, меня постоянно тянет на то, чтобы бесконечно снимать. Ну, типа, все подряд. Мусор снять. Закат еще раз показать. Все показать вокруг, рассказать, много говорить. Ни о чем и обо всем одновременно. И вот так вот раз, казалось бы, видос уже заканчивается, а ничего как будто бы и особо не случилось. Вот так и проходит вся жизнь. Смотри, химтрейлы. Химтрейлы. Вай, какие они жирные. Угу. Вообще верите в химтрейлы? Что типа с самолетов сбрасывают всякие там кадмий, еще прочую хрень и травят нас? Или нет? Или все это конспирологический заговор? Они распыляют уменьшающие пудру, Что? и люди становятся меньше. В смысле? Да, не слышал об этом? Нет. Так вот, Я думал, что они... поколениями. Меньше. Я думал, что это чтобы не было вредителей на полях. Это как-то более логично. Да. Мы не вредители. Короче, мы походили, побродили, вроде нашли место, где будем стоять. И сейчас пока есть маза. Просто, что, он еще круче стал. Мне кажется, пока что это лучший закат, который я видел за сегодняшний день. Вообще, что за картинка? Кстати, только во Вьетнаме я видела, чтобы вот как-то так лучами расходилось небо, типа розовыми. Да, и непонятно почему так. Может, здесь какие-то озоновые дыры или еще что-то. Не знаю, но в общем может, красиво. Такие, типа, да, вот это Может быть. Да, интересная такая геометрия получается. Надо завершать этот видос, потому что я реально уже дофига наснимал. Спасибо, что посмотрели это видео. Мы будем сейчас заниматься костром и готовить себе еду, досматривать этот закат и, я не знаю, наслаждаться жизнью, короче говоря. Вот, так что, надеюсь, вы тоже наслаждаетесь этой жизнью и с закатами такими красивыми или без них. В общем, благодарю за просмотр. Увидимся каким-то следующим днем. Так, у нас тут процессы идут, насобирали дров в такую нормальную кучку. Единственный момент, что дико жарко, и я даже не хочется разводить костер, если честно. И, чисто воду вскипятить. Так-то у меня газовый баллон есть. Ну ладно, пускай будет. Я думаю, что придется это сделать, чтобы отгонять москитов, которых здесь до хрена просто летает. О, это краб.
Короче, в итоге мы натаскали дров, спотели как сволочи, поехали за водой, потому что Вита и Митя, они типа задерживаются, а мы воды-то не взяли. И заехали в кафешку, я не выдержал, увидел в холодильнике 2 кокоса. Выпили огромные кокосы, сладкие, вкусные, и еще сейчас поедим вот эту мякоть. Вспоминаю свое состояние 3 дня назад, когда я в хате жил. И что-то ничего особо не радовало так, а сейчас кокос даже радует. Блин. Всего лишь надо просто выписаться из квартиры. Блин. Хочешь быть счастливым? Перепиши хату. Да? Не в деньгах счастье, счастье в кокосах, народ. Реально.